Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на обзоре нового официального аддона для игры OMSI 2 под названием City Bus i280, ну либо он же Icarus 280.02. Итак, давайте же скорее разберемся с основными особенностями этого аддона и попробуем разобраться, чем же отличаются друг от друга все 5 модификаций автобуса, которые включены в этот аддон. Погнали! В аддон включены автобусы, выпускавшиеся с начала 1984 года по 1987 год включительно. Данные модели предназначались для использования на территории ГДР и имели несколько интересных деталей, которые выделяли их на фоне остальных собратьев, колесивших по другим странам. Первое это двери. Для ГДР ставились исключительно ширмовые двери. Ну, вот такой вот был почему-то план. Второе это форточки. Да, друзья, такая мелкая, казалось бы, деталь, как форточки, тоже имела свои особенности именно для ГДР. Их было всего лишь две по левому борту по ходу движения, так как автобус, как я говорил ранее, предназначался для Германии, на автобусе отсутствовал знак автопоезда и габаритные огни. Так, на модификациях 85, 86 и 1987 года выпусков появились более качественные сиденья, в отличие от более ранних версий. Увеличилось правое зеркало заднего вида, а также с передней части автобуса вдруг почему-то исчез молдинг, а на бортах автобуса 1987 года выпуска молдинги сменились на пластиковые аналоги. Каждый из автобусов в данном аддоне агрегатировался шестиступенчатой механической коробкой передач и 6-цилиндровым дизельным двигателем с маркировкой D2156HM6U, что в связке позволяло достичь автобусу скорости 60 км в час, что для автобуса городского типа являлось более чем достаточным. Но маневрировать на узких улочках Берлина автобусу помогала задняя поворотная ось. Также на все модификации был установлен автономный воздушный отопитель, который с лихвой умудряется отапливать как тягач, так и прицеп, создавая более комфортную обстановку для пассажиров в зимний период времени. В поздних версиях автобуса в качестве дополнительного оборудования устанавливался аналог местного Ибиса, который носит гордое название Infomatic. Отличительной его особенностью является то, что маршрут и линию вы набираете не на экранчике прибора, а на кассете, которую впоследствии загружаете в этот магнитофон, и после этого, выполняя рейс, вы будете слышать объявления об остановках именно с этой кассеты. К слову сказать, также в автобусе есть и маршрутоуказатели, такие небольшие картоночки, которые разбросаны по всему салону, где они стоят, я показывать не буду, найдете сами. В качестве дополнения в каждый автобус был установлен магнитофон, в который вы сможете вставить диск со своими любимыми песнями. Как это сделать правильно, можно прочесть в гайде, который будет приложен к этому аддону. Но не стоит забывать про минимальный тюнинг. В него включены шторки в кабину водителя, часы, лист расписания и маршрутный лист. Хочу обратить ваше внимание на то, что стоит быть предельно внимательным при выборе покраски автобуса и к пункту качества обслуживания в настройках игры. От первого пункта будет зависеть, будет ли в вашем автобусе установлена перегородка, которая отделяет кабину водителя от салона, а от второго будет зависеть, запустите ли вы автобус с первого раза в сильные морозы или же все-таки нет. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Надеюсь, данный обзор был полезен для вас и помог вам определиться с мыслями о покупке данного аддона. Также я хочу выразить огромную благодарность команде Bus Trains за предоставленный шанс рассказать вам об этом аддоне. Всем вам огромной удачи. Не забываем ставить лайки. Пока. Увидимся. Давай пошалим сейчас, а?